Всем привет! Что происходит на видео, я думаю, более или менее понятно, поэтому я просто расскажу, что это такое и с чем это едят. Это одно из упражнений на разнообразие. Это упражнение очень хорошо развивает лошадь и физически, и ментально, развивает ее лидерские качества, учит ее инициативе, учит ее достигать своей цели и так далее. То есть в ментальном плане это упражнение дает очень много. Но, разумеется, тут тоже нужно понимать, что слишком инициативная лошадь — это тоже не очень хорошо. Поэтому это лишь упражнение для разнообразия. Еще такой момент очень важный, который многие упускают. На самом деле я это упражнение применяю уже больше 20 лет и всегда была довольна результатом, но я его всегда применяю очень ограниченно и не ко всем лошадям. Но знаю, что есть даже целое направление, которое развелось за это время, которое полностью обучает на основе вот этого упражнения лошадь. Оно учит лошадь через агрессию, через эмоции. Дело даже не в том, что через агрессию, а именно через эмоции. То есть лошадь, когда вкладывает свои эмоции в свои движения, она может делать больше, чем она может. То есть физически лошадь должна быть готова к выполнению определенного упражнения. Вот, например, один из способов использования этого упражнения – это обучение лошади испанскому шагу. Вот обучение лошади испанскому шагу через это упражнение абсолютно недопустимо. Потому что прежде чем вы будете использовать это упражнение для улучшения испанского шага, лошадь должна быть уже отгимнастирована, она должна уже владеть своим телом, она уже должна иметь хороший вынос ноги, она уже должна иметь хорошую растяжку для хорошего выноса ноги, она уже должна уметь нести себя в сборе. И после этого, для того, чтобы сделать испанский шаг более ярким, более выраженным, можно использовать немного это упражнение, чтобы сделать более концентрированным, более ярким это упражнение, сам испанский шаг. Но если вы изначально начинаете предлагать лошади испанский шаг, обучение через вот это упражнение, лошадь будет делать намного больше, чем она может. То есть она еще физически не готова, она будет получать микротравмы, и в результате вы будете только иметь проблемы с ее здоровьем. Разумеется, они могут не сказаться прямо вот сейчас, но со временем будет идти износ суставов, будут идти проблемы со связками и так далее. То есть как часть тренировочного процесса это упражнение прекрасно. Как способ обучения лошади это, конечно же, недопустимо. И, конечно же, кроме всего прочего, это упражнение хорошо развивает лошадь физически. Оно дает лошади совкость, оно дает лошади верткость. Вот вы видите, что я уже год обучала своих лошадей, и только после этого взялась обучать их с помощью этого упражнения, когда я уже уверена, что они уже достаточно хорошо сбалансированы, что они уже себя сами несут, что они уже хорошо ходят в сборе и так далее. После этого я ввожу это упражнение. Если вводить это упражнение раньше, то нужно быть очень аккуратным, потому что ни в коем случае, чтобы лошадь не делала резких движений, если нужно очень за этим следить. Но опять-таки это если вам нужна инициативная лошадь. Теперь расскажу немножечко о самом упражнении. Называется оно тач или прикоснись. И дает лошади, когда вы только начинаете обучение этому упражнению, ваша задача, чтобы лошадь прикоснулась к предмету на конце палочки. Обратите внимание, чем длиннее будет палочка, тем безопаснее будет для вас, потому что когда лошадь начнет это делать эмоционально, ноги будут лететь во все стороны и могут прилететь к вам, поэтому чем длиннее палочка, тем лучше. Еще есть такую большую ошибку допускают, это когда привязывают цель к кончику шамберьера. Вот как бы вы далеко от себя палочку не дотягивали, но кончик шамберьера волочиться всегда будет возле вас. Поэтому это большая ошибка. И всегда это должен быть именно кончик палочки, а не
кончик веревочки, который окажется у вас под ногами. И когда лошадь начнет играться и махать ногами, очень велика вероятность, что прилетит по вам. Давай.